Здравствуйте, господа! Начинаем вебинар, посвященный здоровью с компанией «Тибетская формула». Начать я хочу с акции. Сейчас на нашем сайте «Тибетская формула» интернет-магазин проходит новогодняя акция. И скидка на все препараты минус 22% в честь 2022 года с 25 декабря по 10 января. Вы сможете приобрести все препараты с существенной 22% скидкой. Итак, Валентина Смелан. С Новым годом, Андрей Андреевич. Помогите, пожалуйста, разобраться с ночной головной болью. Замучила совсем. Просыпаюсь от сильной головной боли с 2 часов до 4 ночи. Слева и сзади головы. Уже не уснуть. Таблетки помогают наполовину. Из острой переходит в тупую. Но когда перехожу из горизонтального в вертикальное положение, пью горячую воду, делаю зарядку, заставляю себя бежать, то день переживаю. У меня 3 варианта. ЖКТ нет. Несварения белков тоже нет. Моноклеальная гомеопатия, не знаю, что такое. Ну, предполагаю. Недостаток кислорода, сосуды кровообращения. Да, вы правы. Такая головная боль обычно, которая в течение дня чуть-чуть болит, а ночью более активно болит, обычно связано с остеохондрозом или связано с протрузиями, листозом или какими-либо проблемами, связанными с позвоночником. Какие есть методы лечения этого всего? На самом деле это не связано с сосудами, так как в случае, если бы у вас были проблемы с нарушением циркуляции коры головного мозга, то у вас были бы яркие признаки головокружения, а также шум в ушах, также внезапная потеря сознания, судорожные компоненты, то есть появились бы судороги внезапно происходящие. А боль — это всегда нервная система. И это, скорее всего, в вашем случае связано вот как раз с заболеваниями позвоночника. Чем устранять такую боль, есть ли какие-нибудь препараты, которые могут вам помочь? Да. Первое, конечно же, в дальнейшем необходимо обратиться к невропатологу. Второе, сейчас для того, чтобы не испытывать такую боль, принимайте препараты. Первое, противовоспалительное, принимайте Мовалис или диклофенак. Мовалис лучше. Принимайте Мовалис или диклофенак по одной таблетке перед сном и на протяжении дня. Второй препарат. Можно принимать полтаблетки фенлипсин на ночь. Или второй вариант, можно принимать, лучше фенлипсин. Полтаблетки фенлипсин на ночь. Третье из моих препаратов и из народной медицины. Итак, народная медицина, она советует натирать места шейного отдела и воротниковой зоны. Натирать шейное отдел и воротниковую зону обычным соленым салом. Второй вариант — ставить аппликации или по-другому компрессы, предварительно подготовив состав. В состав необходимо добавить 1 стакан воды теплой, 1 столовая ложка соли, 30-50 капель йода и 1 ампулу гидрокортизона. 1 ампулу гидрокортизона. После чего такой компресс теплый, его необходимо прикладывать к шейному отделу. Следующее, обязательно сделать медовый массаж шейно-воротниковой зоны. Помогут еще банки, если ставить их крест-накрест, то есть 1 банка на шейный отдел и после этого слева и с правой стороны на воротниковую зону. Также из моих препаратов препарат Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день, мазь Вертебралис по 2 таблетки 3 раза в день. Препараты от тромботизации сосудов, можно рутин, можно легка хода. Из таких, наверное, народных способов я бы порекомендовал, компрессы такие, намазывать мазью, называется габана, или мазью любой от остеохондроза. Скорее всего, вы переживаете сейчас такой вот остеохондроз.
посмотреть упражнение, называется «7 упражнений для позвоночника» Андрея Дуйко. И не спеша, не торопясь повыполнять эти упражнения. Там упражнения необходимо делать сидя на стуле, первое упражнение, второе немножко приподнявшись. И там данные упражнения, они связаны с небольшим растягиванием воротниковой зоны. Они очень несложные. Кстати, хотел бы сказать, чтобы вы не грели место, которое у вас болит. Второе, не ходили в сауну. Третье, на протяжении дня старайтесь не нагружать эту зону, то есть не вертеть головой в левую и в правую сторону, не поднимать вверх. Это всегда связано с остеофитами, солевым диатезом и так далее. Можно найти видео, мои советы. Видео такое полное, 1,5 часа, называется «Остеохондроз, заболевание позвоночника. Советы Дуйко». Вот. Уважаемый Андрей Андреевич, подскажите, как отрастить волосы? Сын теряет волосы, так как у его отца была та же проблема, а подруга теряет волосы после перенесенного вируса. Спасибо. Я полысел в своей жизни в возрасте, где-то 31 год. Причем залысины были у меня большие, можно это увидеть на моих старых видео. И никакие способы отращивания волос мне не помогали. То есть какие-либо болтушки там и так далее, это все не работало. Это все связано с тем, что с возрастом у мужчины уменьшается количество тестостерона. Даже по совету одного из врачей я там принимал комбинированные препараты, инъекции для волос и так далее. Имея, в общем-то, материальную возможность, я хотел сохранить свои волосы. Но ничего у меня не получилось, волосы благополучно выпали, оставив огромные залысины. И что я сделал? Я пошел в клинику пластической хирургии, где мне сделали пересадку волос, то есть взяли волосы с затылочной части, там где волосы густые, и посадили их в переднюю часть, где были залысины. Было 3 операции, и успех этих 3 операций сейчас перед вашими глазами. То есть волосы выросли благополучно, волосы стали больше и толще, чем те волосы, которые росли до этого и находятся рядом. Вот рекомендую. По поводу вот такой аллопеции, которая возникает у женщин, это, как правило, связано со снижением иммунитета, и любое улучшение у женщины иммунитета улучшает, в общем-то, и общее состояние. Какие препараты для улучшения иммунитета? Есть два таких органа, которые участвуют в том, чтобы человек лишался волос или они у него росли хорошо. Первое — это поджелудочная железа, и второе — иммунитет. То есть если поддерживать одновременно поджелудочную железу и поддерживать одновременно иммунитет препаратами иммуногрант и панкресорб, то волосы перестанут высыпаться. Из народных способов восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы волосы не выпадали, это использование болтушки. Берется 1 гусиное яйцо, 100 граммов гусиного жира и порошок из крапивы. Все это топится, смешивается между собой так, чтобы получилась мазь, и втирается в кожу головы. Это в действительности приводит к улучшению роста волос. Вообще крапива и череда, смешанные между собой с добавлением руцинового, как она на русском языке, руцин с латыни переводится как касторка. С добавлением касторового масла помогает, или репейного масла, помогает восстанавливать волосы и делать все для того, чтобы они не выпадали. В нашей компании разработан препарат. Это витамины для волос. Как-то они называются, не помню уже, Nice. Сейчас скажу. Витамины. Называются они Максидерил. Максимально восстанавливает кожу волос, вернее, максимально восстанавливает кожу, максимально восстанавливает ногти и волосы. Витамины для наших волос. Вот. Здравствуйте.
Принимаю на улучшение развития речи Гипакс Миниманором Эмбрио Плюс. Принимаем месяц, но эффектом очень довольны, так как вы говорили. Очень вам благодарны. Скажите, пожалуйста, имеет ли мой ребенок астму? Были у врачей, но толком до сих пор, толком никто не ответил. Да, ваш ребенок страдает заболеваниями астмы. Это связано с родовой травмой позвоночника, а также связано с высокой кислотностью желудочно-кишечного тракта. Что необходимо сделать? Давайте по чуть-чуть ему соду, чтобы снижать немного кислотность в двенадцатиперстной кишке. Четверть чайной ложки на стакан теплой водички или даже в компотик. И давайте, чтобы он на протяжении дня пил. Также делайте ему массаж грудного отдела. Можно просто рукой водить вот так. И очень хороший такой массаж, если ребенка животом и лицом положить на колено и делать вот такие движения, катающие бутылочкой или скалочкой, так чтобы восстановить проходимость нервных тканей в позвоночном столбе. В вашем случае это поможет при астме. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Стоит ли голодать 40 дней? Перед вами сидит человек, который является экспертом в области голодания. Я в своей жизни голодал длительный период времени, делал это принципиально, изучал систему голодания и закаливания. И могу сказать вам, что когда начал я в свое время голодать, то имел определенные заболевания. Когда я голодал, то заболевания не вылечились, состояние не улучшилось, в дальнейшем состояние ухудшилось. Я считаю, что любое длительное голодание для человека может спровоцировать у человека тяжелейшие иммунные расстройства, также может сформировать остеопороз, также могут иметь место проблемы не только снижением веса, а уменьшением хрящевой ткани и так далее. Очень часто люди, особенно женщины, они начинают думать о том, что нужно похудеть быстро. Сейчас идут праздники, и многие женщины в силу того, что мы взрослеем, в силу того, что у женщин устроен желудочно-кишечный тракт или пищеварительная система таким образом, что женщина набирает вес гораздо быстрее, чем мужчина, к сожалению. И если у мужчины гораздо быстрее проходит пища по ЖКТ, у женщины этот процесс замедленнее и в общем-то все всасывается, поэтому женщине в отличие от мужчины не нужно употреблять такое же или равное количество пищи, женщина может довольствоваться более малым количеством пищи и так далее. Ну и здесь несколько слов о женщинах. Дело в том, что очень часто женщины, они хотят быть красивой сегодня, или на завтра, или на послезавтра. И начинают совершать ошибки, которые заключаются в том, что женщина начинает голодать 40 дней, там, недоедать и так далее. Это все приводит в итоге к сбою абсолютно всех ритмов. Прогестерон уменьшается, появляются проблемы, связанные с менструацией. Появляются проблемы, которые дисменорея возникает, появляются проблемы, которые связаны с или аменорея, появляются проблемы, которые могут быть связаны с остеопорозом, изменяются циркадные ритмы, то есть человек перестает спать по ночам, у него появляется целый ряд, истощается нервная система, появляются тики, начинаются заболевания позвоночника. Очень часто такое конкретное голодание приводит женщину к тому, что у нее появляется заболевание тазобедренного сустава. Это мной замеченный такой достаточно подтвержденный факт. Принимая людей на протяжении многих лет в офисе у себя, я столкнулся с проблемой быстрого женского похудения, когда женщина, принципиально ограничивая себя в пище на протяжении месяца или двух, очень теряла вес, ну и это всегда завершалось проблемой тазобедренного сустава. Это гарантия всегда того, что при быстром, резком сбрасывании веса начинаются проблемы сустава, особенно таких глобальных, больших, тазобедренных, коленных.
плечевых, появляются бурситы и так далее. Ну и для того, чтобы этого не было, я все-таки рекомендую понять, с чем связано все-таки наш набор веса и наше похудение. Дело в том, что если посмотреть на человека, то есть люди, которые могут кушать много и не поправляться. А есть люди, которые ничего не едят и при этом поправляются. С чем же это связано? Как правило, это связано с хорошей и правильной работой поджелудочной железы. Именно поэтому в случае, если у человека поджелудочная железа работает хорошо, то человек не набирает избыточный вес. Если же поджелудочная железа у человека работает недостаточно хорошо, то человек набирает избыточный вес. Почему поджелудочная железа работает плохо? Она работает, потому что в поджелудочной железе существует механизм реакции выделения инсулина, и это связано с кислотностью двенадцатиперстной кишки. То есть в случае, если у женщины или у мужчины стресс, повышается кислотность в тонкой кишке или в двенадцатиперстной кишке, и это все приводит к выделению инсулина. При этом глюкозы нет, инсулин уже в крови находится, и он накапливается. Второй вариант. Если углеводы женщина употребляет, но она употребляет эти углеводы без жиров, допустим яблоко, а в нем же жира нет, то тогда яблоко такое может перевариться, и женщина такая может не поправиться. В случае, если яблоко заедается салом, или там, допустим, такие есть пирожные, бисквит, а сверху большой и толстый слой жиров, так вот, если углеводы употреблять с жирами, то обязательно человек будет поправляться. Но вернемся все-таки к поджелудочной железе. Нужно запомнить 3 фактора. Первый фактор. Начинайте кушать каши вместо картошки. Раз. Какие каши я рекомендую кушать? Мной замечено, я как человек вечно худеющий и как человек вечно сдерживающий свой избыточный вес, а я могу сказать, что мне есть чем похвастаться. В прошлом году в это же время я весил 117 килограмм. В этом году в это же время я сегодня взвешивался, вешаю, стрелки весов показали 92,3 килограмма. Таким образом, я могу сказать, что это, в общем-то, доказательство, что на протяжении года достаточно эффективно и в мягкой форме можно избавиться от избыточного веса. И мои рекомендации. Первое. Я рекомендую поддерживать поджелудочную железу. Сейчас мы к ней вернемся. Ну, о кашах. Я знаю 100%, что очень помогает мой рецепт кушать кашу. Какую кашу? Смешивайте 2 каши, рисовую с гречневой или гречей. Смешивайте гречу с рисовой. Можно это делать так. Отдельно сварили рисовую, отдельно гречневую или гречу. И их между собой смешали. Кушайте такую кашу каждый раз перед приемом пищи. 1-2 ложки. И если хочется кушать, перед самым засыпанием. Утром в такую кашу можно добавить небольшое количество меда. Серьезно, не бойтесь, все в порядке. Также утром, в случае, если у вас нет запора, в такую кашу можно добавить финик. Тоже разрешено. Далее, второй вариант. От такой каши действительно очень худеешь. А если вы будете ее много кушать, то сможете определить, что это очень эффективный такой метод. Второе. Обязательно ешьте что-то, что печет на языке. Пусть это будет имбирь, пусть это будет перец красный, пусть это будет все что угодно, что горчица, хрен. Обязательно добавляйте себе в пищу. Горчица, хрен, пекучие какие-либо соусы. Если у вас нет проблем с желудочно-кишечным трактом. Третье. Обязательно заваривайте или не заваривайте, а засыпайте 1 столовую ложку семян льна, заливайте кипятком. Когда остывает, съедайте 1 стакан на протяжении дня. Правильно обработанные семена льна, а также семена льна, из которых сделан порошок, можно приобрести на нашем сайте aduiko.com и использовать. Также вы можете купить обычные семена льна, если где-то они продаются. Из них высушить, из них сделать порошок
и принимать их по столовой ложке на 1 стакан кипятка. После остывания на протяжении дня съедайте вот такой 1 стакан. Такой 1 стакан, съеденный на протяжении дня, существенно и очень активно снижает кислотность желудочно-кишечного тракта, особенно отдела двенадцатиперстной кишки, переднего отдела. И очень рекомендую это делать, особенно в случае, если вы находитесь в состоянии долгов, стресса, судебного производства или каких-либо переживаний за детей или там будущее и так далее. Всегда об этом помните. Далее, для того, чтобы похудеть, необходимо ввести хром. Хром в виде, таком природном виде, хром находится в панцирях крабов и раков. То есть, если взять панцири крабов и раков и их насушить, и сделать из них порошок, и принимать каждый день перед приемом пищи четверть чайной ложки, можно разводя в воде, и пить, ну и запивать водой, то это уберет проблемы сосудов, уберет проблемы остеопороза, уберет проблемы ожирения, уберет сахарный диабет 2 типа. Ну и в общем-то очень полезно, потому что помимо всего прочего находится еще и вещество хинин, которое очень полезно для нашего организма, так как улучшает состояние печени и в общем-то позитивно влияет на общий иммунитет человека. Ну и мой препарат моей компании называется гликоцитрохромин. Гликоцитрохромин — это препарат с высоким содержанием хрома. Принимать его необходимо по 1 чайной ложке, можно с водой или без воды, 2-3 или даже 4 раза в день. Вы всегда должны знать, что как только у вас появляется желание кушать, и желание кушать прямо появляется очень мощно, это говорит о том, что именно в этот момент вы теряете жировые запасы. Если человек, который хочет кушать, ест, то он не похудеет. Если человек, который хочет кушать, терпит, то в этот момент у него теряется жировая ткань. Именно поэтому впроголодь ложиться спать хорошо. Именно поэтому на ночь, когда у вас появляется там аппетит и вы очень хотите есть, не есть, это значит быть человеком, который худеет. Именно так мы худеем в пассивной своей жизни. Вот так. И препараты для улучшения работы поджелудочной железы. Первое — это панкрисорб. По 2 таблетки 3 или даже 4 раза в день. Пить чай панкрисорб. 1 столовая ложка на 1 литр воды на протяжении дня. Чай панкрисорб интересен еще и тем, что в его состав входит шиповник, а в нем находится большое количество аскорбиновой кислоты, очень хорошо действует на иммунитет. Фенхель активно улучшает деятельность всей пищеварительной системы, ускоряя метаболизм пищеварительной системы, и потому что у большинства людей он замедленный, и в общем-то улучшает работу поджелудочной железы. То есть раньше вы ели, и эта пища переваривалась там 8 часов или 10 часов. Если принимать чай и принимать чай с фенхелем, то тогда укорачивается период переваривания пищи, потому что активность пищеварительного тракта или перистальтики усиливается, и быстрее пища проходит сквозь пищеварительный тракт. То есть если так у человека обычного 8-10 часов может перевариваться пища, то при использовании фенхеля она может перевариваться за более короткое время. Просто не буду говорить цифры, я не готовился к данному семинару и боюсь быть, наверное, боюсь ошибиться. За какое время или насколько быстро, вот просто ускоряет процесс метаболизма, пищеварения. Не метаболизма, а пищеварения. И каолин. Каолин, который восстанавливает поджелудочную железу, принимается следующим образом. 1 столовая ложка на 2-литровую или 1,5-литровую бутылку теплой воды взбалтывается, и на протяжении дня, взбалтывая то, что там находится в бутылке, все 1,5 или 2 литра необходимо выпивать. Если у вас есть проблемы двенадцатиперстной кишки, то можно добавлять еще маточное молочко в виде таблеток, или маточное молочко покупать у пчеловодов и рассасывать их. Кстати, вот проблемы с позвоночниками, остеохондроз, головокружение, стеноз сосудов,
проблема циркуляции коры головного мозга. Это все возможно устранить, принимая маточное молочко. Рассасывая маточное молочко или ложить его под язык, рассасывать или на язык, рассасывать 1-2-5 минут и делать это на протяжении дня 5-6 раз. В свое время я болел заболеванием язвы двенадцатиперстной кишки, болел активно, и дело доходило уже до назначения дня операции и так далее. Что помогло? Помогло маточное молочко. Использование маточного молочка на протяжении 1 месяца. Принимал я его по 10 мг 2 раза в день, утром и вечером, натощак, а вечером перед сном. За несколько месяцев полностью убрали заболевания не только язвы двенадцатиперстной кишки, а еще и проблемы с панкреатитом, проблемы с поджелудочной железой, снизив при этом общий вес. Вот так. Подскажите, что можно принимать мужу из ваших препаратов? У него болят ноги в суставах, он на протезах, очень тяжело ходить. Препарат называется Метикс. Принимать его по 1 чайной ложке на стакан воды 2 или даже 3 раза в день. Препарат Уролиз Манкулит по 1 чайной ложке на стакан воды 1 раз в день. То есть 1 чайная ложка Уролиза, 1 чайная ложка Манкулита размешать и 1 раз выпить. 1 раз в день, а Метикс 2 раза в день. Принимать препарат Артридикс и Артразин. Принимать по 1 таблетке 3 раза в день. Натирать суставы мазью Габана или артразиновой. И та, и другая поможет. Габана лучше. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Киста головного мозга. Какие препараты ТФ могут помочь? Поможет препарат Метикс по 1 чайной ложке 2 раза в день. Препарат канцерамидин 1 чайная ложка 2 раза в день. Рутин 2 таблетки 3 раза в день. Гваргин 2 таблетки 3 раза в день. Вертебралис 2 таблетки 3 раза в день. Обязательно убрать из рациона пост. На протяжении недели 2 дня стараться ничего не есть. Из рациона питания убрать все сладкое, алкоголь и начать питаться так, чтобы не было глютена. Глютен провоцирует появление вот таких новообразований в мозге. Вирусные инфекции, а также герпетические. Можно попринимать препарат ГВИ по 1 таблетке 3 раза в день. Рада видеть с наступающим. Каши очень полезные, в них больше витаминов натуральных. Спасибо, ура. Есть такие каши, которые я не рекомендую кушать. И есть каши, которые рекомендую. Вот я поклонник овсяной каши, пшенной каши, рисовой каши, ну так себе, гречи. То есть это каши, которые полезные, которые нужно кушать. А есть каши, которые вот совсем не полезны. Это там булугур. Это сейчас очень популярно киноа. Это каши перловая, пшенная. Вот такие кашки не очень хорошо. Нехорошо кушать белый хлеб с сливочным маслом. Если уже кушаете белый хлеб с сливочным маслом, то замените его либо на сухари, либо на черный хлеб со сливочным маслом. Папилломы плоские, папилломы на лице. Что нужно принимать? Для того, чтобы убрать такие папилломы, необходимо смазывать мазью, называется вариковазиновая или насья. И одна и другая, в ней находятся компоненты, которые уберут. Принимать при этом чай-железняк и препарат ГВИ. Чай-железняк, препарат ГВИ. Можно задать вопрос. Все поняла с вышесказанного насчет заболевания ребенка астмой. Можно его как-то вылечить с помощью препаратов? Перерастет он как-то или же останется на всю жизнь? Перерастет, да, можно вылечить с помощью препаратов. Препарат называется Галит, 1 таблетка 1 раз в день. Далее второй препарат называется Тарантел. Сейчас я посмотрю правильно. Да, Тарантел по 1 таблетке 3 раза в день.
Аллергонормы, Тарантел давайте по одной таблетке 2 раза все-таки в день, и давайте на протяжении хотя бы 2 месяцев. Это скорее всего устранит вашу астму. Ну и обязательно смотрите, чтобы не было сладкого в большом количестве. Татьяна Моторенко. Меня зовут. В 2017 году был РМЖ, было воспаление КТ и ПТ. КТ показало очаги в области легких, потом заболевания коронкой. Легкие пекут до сих пор. Онколог направляет на биопсию легких, скорее всего, говорит, что нужна будет операция. Принимаю канцерамидин, метикс, диа, онколиты по схеме. Как слушать мантры? Понимаю, почему со мной это происходит. Я еще раз хочу сказать вам. Вот там у вас есть канцерамидин. Делайте ингаляции с канцерамидином. Делайте так. Чайная ложка канцерамидина разведите в стакане воды. Добавьте этот стакан воды в ингалятор компрессионный и делайте такую ингаляцию 1, 2 или даже 3 раза в день. Препарат второй, популин. 1 чайная ложка популина в камеру ингалятора и тоже делайте вот такие ингаляции. Если сейчас мы продаем, можно заказать еще гидролат изотона. Гидролат изотона. Если он есть, вот можно им делать еще ингаляции. Второе. Как слушать шумы противоопухолевые. У меня выложен шум противоопухолевый. Сразу же хочу сказать, вот химиотерапию человек ввел. Когда он ввел химиотерапию, то перентерально, там, в виде капельницы или в виде укола, то данная химиотерапия, она будет находиться в его организме на протяжении, в некоторых случаях, допустим, как при введении метотрексата или лейкоплакина, на протяжении, допустим, там, 2 месяцев, не менее там 40 дней. То есть это все будет медленно, постоянно работать. Все эти препараты будут помогать человеку справиться с заболеванием. А в случае, если человек слушает что-то и, допустим, гипотетически этот звук на него влияет, то когда звук отключается, то в этот момент влияние исчезает. Таким образом, человек путает звук и таблетку. Если вы хотите, чтобы звук противоопухолевый вам помогал, то его необходимо скачать или включить на повтор в YouTube и слушать каждый день не менее 1,5-3 или даже 5 часов. Готовите, кушать, слушаете, читаете что-либо, слушаете, то есть слушаете его постоянно. Или можно его купить, данный звук противоопухолевый, на моем сайте duyko.guru и слушать его на повторе, но делать это, подходить к этому серьезно. Допустим, вы там вяжете или убираете или еще что-то делаете, одели наушники на телефон, включили данный звук и слушаете его на протяжении дня все время. Я могу сказать, что в моей жизни я видел, как противоопухолевый шум помогал человеку на фоне, даже не одному, помогал человеку на фоне заболевания опухолей, помогал человеку существенно уменьшить опухоли. И дело в том, что говорить дальше об этом я не могу, потому что это все не подтверждено наукой. И это все в дальнейшем может быть использовано как компромат против меня. То есть я хочу вам сказать, что данный шум не является панацеей. Это гипотетически помогает человеку, и исследования, насколько эффективно оно помогает, были проведены только на небольшом количестве добровольцев, что гипотетически делает использование данного звука нужным, допустим, при профилактике опухолевидных новообразований, доброкачественных и злокачественных. Используйте. Вот так их и нужно слушать. Можно ли их включать на ночь? Если сможете спать, можете включать. Можно же их включать просто, чтобы они гудели где-то в динамиках. Нет никого дома, или вы там спать легли, включили себе тихонечко, чтобы оно там шумело, или гудело тихонько, так, чтобы вы слышали, и спите. Это все эффективно, если долго, прямо очень эффективно, если долго.
Подскажите, мой папа начал принимать Ренокс, Аденомид, Гемартан. В последнее время начался сильный запор. Без слабительного в туалет сходить не может, когда стул был ежедневный и мягкий. Можно ему на фоне приема вышеуказанных принимать аптечный сбор от запора? Да, и Линокс, и Дюфлак можно. От чего возник запор? Там в составе препаратов находится календула. Календула, она уменьшает воспаление предстательной железы. И вот на фоне употребления календулы появляется обычно запор, потому что календула запирает. Все в порядке, можно принимать слабительные препараты. Ваш шум противоопухолевый, фантастика, спасибо большое. Вот, видите, человек говорит. Конечно же, люди, которые слушают данный шум или данные шумы, они никогда не напишут свои отзывы. Почему? Когда проблема решена, никто больше не возвращается к тому, чтобы описывать, как она решена. Ну, вы же понимаете, вот вы лечили свои зубы, у стоматолога есть сайт. Вы хоть раз зашли и написали, что данный стоматолог хорошо полечил зубы, фамилия такая-то. Нет, никто никогда не заходит, никто не знает номера телефонов своих стоматологов или гинекологов. Это ж такое дело. Если что-то лечит, то слава богу, если это прошло. Так, чтобы потом и не помнить. Потому что есть жизнь, а есть болезни. Человек живет, а болезни мешают ему жить. И нет болезни, нет проблемы. Что о ней думать? И никто потом не описывает. Там помогло или там спасибо, это максимум. Я вот вчера у стоматолога был и говорю, вот вам спасибо, вы мне целых 2 года или 3 года лечите. Вот вам там бутылка. С Новым годом. Он говорит, надо же, мы не разбалованы похвалой. Я говорю, понятно. Докторов обычно не хвалят. Ну, может быть, кардиологов или хирургов. Они людей спасают. Просьба помочь избавиться от грибкового заболевания глаз. Очень хорошие есть препараты от грибков на ногах. Очень хорошие препараты от грибков на ногах. Сейчас я скажу. Мазь от грибка ногтей. Их огромное количество. Прям огромное количество. И, конечно же, вам широкого спектра. И вам, конечно же, скажут, что ни в коем случае для глаз не используйте. И я вам хочу сказать, что это все полная фигня. Неважно для человека, где использовать. На кожу, на ноготь или, или в ухо. Это все имеет одно и то же действие. А организм у нас один большой организм. Поэтому кожа у нас что здесь, что здесь, что здесь, что здесь и что здесь, или там где-то на ноге или в ухе одинаковое. Поэтому для ногтей ног можно, а в ухо нельзя. Ну что же вы говорите такое, почему это вдруг нельзя? И вот есть такие наружные препараты широкого спектра действия против грибка ногтей, и грибка глаз, и грибка в ушах. Потому что грибок это микозы, и неважно какие инсектициды, главное, чтобы они влияли на микозы, имели широкий спектр действия. На основе аморлифина, это препараты лакомик, офломил, онихел, экзоролфинлакс, лоцерил. На основе тербинофина. Атифин, ламизил, вот ламизин, экзифин, тербизил, термикон, бинофин. На основе циклопирокса. А их не продаются. Бактрофен. Такие есть системные антимикотики. Это эракис, анкотил. Дальше триазолы, ирунин, румикоз. Ну и даже антибиотики, амбизом, амфацил. Можно использовать антибиотические препараты, допустим, амбизом или амфоцил. И тут же использовать системные антимикотики, там, ирунин или румикоз. Вот вам и совет. Из народных способов, как избавиться от грибковой инфекции или как избавиться от грибка, это уксус с яйцом. Но использовать для слизистой глаза я бы не советовал. Также очень хорошо помогает
струя бобра. То есть необходимо взять, допустим, у нас есть препарат, он называется мускус. Вот можно брать этот мускус и в виде тампонов прикладывать к глазам. Также очень часто человек думает, что это у него грибок, а в целом у него может быть ревматоидное заболевание или формироваться ревматоидная, системная красная волчанка или что-либо еще. И это все очень опасно. Во-первых, необходимо, по идее, если не будет вам помогать, обратиться все-таки к терапевту или кожнику и сдать общий анализ крови или развертый анализ крови с реактивный белок ревмофактор, для того, чтобы все-таки понять, не болеете ли вы там, системной красной волчанкой или ревматоидными заболеваниями, или чем-либо еще, их там, слава богу, аутоиммунными заболеваниями, которые вот так могут проявляться, в том числе как псориаз. Скажите, от нежелательных волос, кроме жженых устричных створок, есть ли еще другой способ? Ну да, есть. Это уксус. Берется уксус. Почему уксус действует? В случае, если есть кальций, то тогда волосы растут, перестают расти. И то же самое делает уксус. Можно растворить яйцо в уксусе, настоять, после чего вот таким тампоном смазывать места, где растут активно волосы. Это замедлит их рост. Виноград кислый. Вот когда будет весна и вырастет виноград, и он будет зелененький, можно его собрать, выдавить из него сок. Данным соком смазывать те места, где есть активный рост волос, и это будет препятствовать активному росту волос. Кстати, в нашей компании есть тоже препарат от активного роста волос. Я, правда, не помню, как он называется. Какой-то Nail, Nice. Можно спросить у наших Stop Nice или Stop Nail, как-то так называется. Сейчас я посмотрю. Нет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Подскажите, лопаются капилляры на пальцах рук, пальцы темнеют. От чего это? Что делать с этим? Как полечить? Это заболевание сосудов. И это заболевание, связанное с ревматоидным фактором. И что необходимо сделать? Необходимо первое, сдать анализ крови, С-реактивный белок, антистрептолизин и ревмофактор. Недавно обратилась женщина, и вот у нее там кожные высыпания на лице, и ее уже на протяжении там нескольких месяцев лечит врач-кожник. И, конечно, все безуспешно. Я ей сказал, а давайте-ка 100% сдадим анализ крови на наличие С-реактивного белка. После чего сдали анализ крови, и вот у нее С-реактивный белок в норме, антистрептолизин в норме, а ревмофактор не в норме, что говорит о том, что у нее есть ревматологическое заболевание и дополнительные анализы, которые помогут выяснить, что это за ревматологическое заболевание. То есть это у нее системная красная волчанка или это у нее какое-то либо еще, какое-то еще заболевание. Но однозначно необходимо будет лечить ее гормональными препаратами, в том числе и гормональными мазями. Подскажите, как лечить новообразования на теле? Растут в виде светлых родинок. Это все связано с высокой кислотностью желудочно-кишечного тракта. И есть такой семинар, я его когда-то записал, там я объясняю, почему появляются папилломы, кандиломы, и как это все связано с повышающейся кислотностью и развиванием, и разрастанием кожи, и как это связано с герпетическими инфекциями, которыми болеет обычно латентно человек. Ну и хотелось бы сказать, что там одной из моих рекомендаций это было употребление чая железняк. 1 столовая ложка на стакан воды, принимать 2 раза в день или 1 раз в день, желательно натощак в первой половине дня, принимать препарат ГВИ по 2 таблетки 3 раза в день и препарат Германии
1 чайная ложка на стакан воды можно 2 раза в день. Можно и без воды, кстати. Мускус препарат тоже применяли. Волосы укрепились, даже похудение произошло без каких-либо усилий. Спасибо, уважаемый Андрей Андреевич. Согласен, от мускуса человек худеет, так как мускус является мощнейшим геронтологическим веществом и мощнейшим антиоксидантом. Вот я тоже использую, мне очень нравится. Так. Ребенку 1 год назначили каолин, гипакс, антитокс. После прививки судороги не проходят, пьют аптечные препараты. Ваша рекомендация судорог. Это не эпилепсия? Скорее всего, не эпилепсия. Попробуйте давать ему цитрат кальция, не мой препарат. Купить цитрат кальция в аптеке и подавать ему цитрат кальция. Также рыбий жир. И одно, и другое. С наступающим Новым годом! 6-ю неделю, ай-яй-яй, болею, температура до 40. Сама поднимается и падает, врачи никак не могут определить, не могут поставить диагноз, то грипп, то вирус, Эпштейна, абсцесс, ничего не подтвердилось. Антитела показали в крови, что вирус Эпштейна был когда-то. Чувствую себя очень плохо, очень сильно усталость, слабость, все время хочется лежать, все время болит голова и уши. Горло болит больше снаружи, чем внутри. В общем, такое состояние тяжелое. Устала уже, не могу больше. Принимаю эмбрио. Спасибо за ответ. Антибиотик. Вам необходим антибиотик. Принимайте антибиотик, который называется аугментин. Принимайте его по 1000 мг. 1 таблетка утром, 1 таблетка вечером. 10-дневным курсом. С пробиотиком любым. Далее, второе. Как можно больше питья, молоко, мед и сливочное масло. Молоко, мед и сливочное масло. Как можно больше пейте. Можно делать ингаляции. Значит, на 1 стакан физраствора 1 ампула гидрокортизона. Набирайте ингаляционную камеру и 1-5 минут делайте ингаляции. Вот так можно еще. Ну и тоже дней 10. И вылезите из этого ужаса. Температура обязательно. Принимайте противовоспалительные, негормональные. Там Авалис, диклофенак, Афида. Какие-либо из этих препаратов. Принимайте препарат, ну можно любое от температуры, любой препарат, сбивающий температуру. Жаропонижающие препараты. Вольтарен, нурофен, панадол, фервекс, ибупрофен. И так далее, с высоким количеством парацетамола. Ольга Теленек, спасибо за то, что вы делаете. С наступающим. Скажите, как долго можно принимать мастопатин таблетки? До полугода. Лечу фибромиомы молочных желез. Использую крем мастопатин, я пью метекс. Метекс можно прикладывать еще и к груди. Метекс можно прикладывать к груди. Также слушайте обязательно вот этот противоопухолевый шум. Делайте это. Там у нас есть на сайте duyko.guru звук от опухолей только в груди. Вот можете этот звук купить, он там недорого стоит, тем более сейчас скидки, и слушать его каждый день так, чтобы слышать его постоянно в наушниках. Используйте его, он действительно устраняет. Ну что, будем заканчивать наш вебинар. Еще раз хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками. Не объедайтесь. Тема нашего сегодняшнего вебинара была «Как не поправиться и как восстановиться после новогодних праздников». Помните о том, что больше всего на Новый год страдает поджелудочная железа.
и поддержка поджелудочной железы — это не употребление глюкозы и алкоголя. Старайтесь максимально поддерживать поджелудочную железу, так как это является центром всех наших неприятностей. Принимайте во время новогодних праздников препарат Панкрисорб. Обязательно пейте каолиновую воду. Это быстрее будет восстанавливать ваш желудочно-кишечный тракт, улучшать ваш метаболизм, улучшать вашу перистальтику, и сможете нормально в мягкой форме отработать эти новогодние праздники. Не переедайте, не ешьте еду, которая скисает, не ешьте еду на второй-третий день, меньше ешьте вот этих салатов. Помните, что праздник в душе. Праздник — это танцы, обниманцы, а не объедание большого количества пищи и не сон в тарелке с салатом. Праздники — это когда душа веселится, когда близкие рядом, когда можно за руку подержать. Это не обязательно горы еды. Старайтесь ограничивать себя в пище на праздники. Помните, что человек на протяжении дня может сжигать только 5000 калорий, а 5000 калорий — это не очень много. Именно поэтому ограничение себя в калорийной пище помогает человеку преодолеть ожирение и преодолеть трудности, которые возникают вслед за ожирением. Это гипертоническое заболевание сердца, это стенозы сосудов, это варикозное расширение вен, это артриты и так далее, и так далее. Не нервничайте, старайтесь радоваться как можно больше, ищите то, что вам нравится, в своих близких и в том мире, в котором вы живете. Еще раз с праздниками, до свидания. Помните о том, что сейчас проходит на нашем сайте акция минус 22%. Прямо сейчас заказывайте те препараты, которые я вам назначил, потому что предприятие тоже может перейти в праздничный режим. И как раз сегодня, завтра, послезавтра есть возможность вам эти препараты